Привет, друзья! Новое видео на канале Профессия Созидатели. Мы приехали в деревню, село Воронец Елецкого района. Будем сегодня работать здесь. Выгружаем инструмент, мешалку. Будем строить заборчик. Вот он, залит фундамент. И здесь будут строиться столбы и простенки. Будем устанавливать здесь бетономешалку возле песка. Отсюда будет удобно носить раствор в обе стороны. Кирпич строма, цвет слоновая кость. Очень сложно таким кирпичом класть. У него высокое влагопоглощение. То есть очень сильно впитывает влагу. Вот тут в поддоне прям видно некоторые кирпичи темного цвета впитали влагу. И когда кладешь этот кирпич, стелишь раствор, и раствор моментально сохнет, отдает влагу кирпичу. Залит фундамент, залиты вот такие столбы, металлические трубы, сердечник столбов. Высота забора будет 1,80 м, высота столбов, и будут простенки. 3 ряда. Цвет кирпича более-менее подходит вот под цвет дома. Такая вот улица здесь идет, асфальтированная. Все чистенько, все тут замечательно. Тихое, спокойное место. Класть столбы будем под пруд. Вот такой квадрат. Шаблончик. Толщина 8 миллиметров. В багажнике вот такой бардак. Тут и миксер у нас на всякий случай. Удлинители, ножовки, ну всякий инструмент. Болгарка. И в каждой машине у кого что, у кого бетономешалка. Каждый в своей машине возит инструмент. Без ролика вы пропадете. Заказчик встретил нас на объекте и уехал. Оставил нам пластинки выпускать под прожилины, цемент, ванну показал, где провел нам удлинитель электричества. И приедет к вечеру. Если что, будем созваниваться по телефону. Постелили гидроизоляцию и делаем раскладку пока на сухую. И будем смотреть, как будет получаться. Желательно выйти в целые кирпичи. Смотрим, как потом будут идти простенки. Песок. Вот такая крупная фракция. Очень тяжелый такой песочек.
без добавления глины. Немножко привезли песок не такой, как мы всегда кладем. Будем добавлять такое жидкое мыло, низкопенное, специально для бетонных и строительных работ. Но даже с добавлением мыла раствор будет садиться. Сделали раскладку. И получается, вот здесь на простенке будет запиливаться чекушка 3/4. На половинку не выходит, мы никак не сместим. И с этой стороны забора получилось по раскладке будет, вышли на половинку, целый кирпич будет. И здесь раскладка вышла нормально, в целых кирпичах. Все столбы начали одинаково. С той стороны ложок, вот здесь тычок лежит. И идут все столбы, мы делаем вот так одинаково. С этой стороны ложок, с этой тычок. Также простенки. Там с целого кирпича начинается ряд. Здесь приходим к половинке или там, к 3/4. Теперь замешиваем раствор, натягиваем шнур и проходим первый ряд. Только бетон лить. Ромик говорит, что песочек очень тяжелый, им хорошо заливать бетон, но для кладки он не очень подходит. Поэтому будем немножечко мы мучиться. Дальше все как обычно. Заводим 2 крайних столба на раствор. У нас в середине фундамент чуть-чуть повыше, на сантиметр. Натягивали вот шнурку, смотрели. Поэтому 2 крайних столба мы заводим чуть потолще швы. В середине будут нормальные шовчики по сантиметру. Затем натягиваем шнур от этого крайнего столба и от того дальнего. И будем прокладывать, проложим все столбы под шнур, чтобы были все в одном направлении, в одной плоскости. Разметили все столбики по направлению. И теперь кладем столбы.
Проложил я 3 ряда этого кирпича. Кирпич Строма. Очень тяжело работать этим кирпичом. Пристукиваю кирочкой, чтобы не отбивать руки. И приходится стелить раствор под каждый кирпич. То раньше я настилал на весь ряд, обычно всегда настилаю, и потом кладу ряд. Сейчас под каждый кирпич стелю раствор. Вот. И получается такой не только кирпич проблемный, но еще раствор. Песочек такой очень крупный. Вот, может быть, не знаю, видно или нет. Очень крупная фракция. Будем, когда расшивать вот эти швы, будет такая расшивка не гладкая, а такой как продратая. Так-то с виду, конечно же, кирпич, он очень красиво смотрится. Слоновая кость такой светленький, красивый кирпич. Но для строителей это большая проблема. Кто работал с таким кирпичом, тот знает, что класть его очень сложно. Работать таким нормально только осенью или весной. Но летом очень сложно. Расшиваем. Вот так уже раствор сыпется, потому что он крупный. Крупный песок. Проложили по 7 рядов столбов и выпускаем закладные вот такие пластиночки. Забили раствором Саня, у тебя нормально? отверстие. И сейчас привариваем и гоним дальше. Потом сюда будут привариваться прожилины. Ягода малина нас себе манила, ягода малина летом в гости звала, как сверкалетий искры на рассвете. Ах, какою сладкой малина была. На-на-на-на. Ромик вчера был на свадьбе и теперь откисает вот так вот в прохладной водичке. Джакузи, Омолаживается. джакузи сам он себе делает. Короче. Красота! Следующие пластиночки будем приваривать через 7 рядов примерно. В общем, кладем этот кирпич и ругаемся. Не знаю, на кого, на производителя ругаемся или то, что на производителя, скорее всего, ругаемся, потому что он и не совсем ровный кирпичик, вот такой вот дугой идет. Видно, может, даже, может, вам не видно, не знаю, на камеру. И по калибровке эти все кирпичи пляшут. Даже потом калибровку кладешь, она вот так. Не знаю, что получится. И работаем мы сегодня очень жарко, в тени. Плюс 32 градуса, до 33 градусов доходит. Вот когда выходит солнышко, просто не знаешь, куда деваться. Вот так я вот и работаю с помощью кирочки. Ребята психуют, но ничего страшного. Сделаем красивый заборчик, зато получается
Смотрится вроде бы неплохо такой кирпичик, в общем. Но приходится немножечко колдовать над кладкой. А раствор такой, что завтра уже гвоздь не забьешь в шов. Очень хороший для бетона. Песок такой. Так. С трудом держим в уровне эти стены. Кирпич так и хочет куда-то вот выпрыгнуть, все время куда-то вываливается. Ну ничего. Спереди под калибровку, сзади потолще. Вот мастерком уже пристукивается очень тяжело. И посмотрите, ребята, какая тут гортензия растет. Какая красота. Сегодня на этот объект Ромка взял с собой вот этот миксер. Сегодня жара стоит. И раствор подсыхает вот здесь в ванне. И очень удобно миксером подмолаживать, чтобы не молотить его лопатой. Вот так берет миксер и делает, подмолаживает раствор. Таким образом он облегчает себе труд. Очень удобно и быстро получается. Сделали уже по одному столбу. Вот так они выглядят. Зашла туча, гремит гром, гроза, но вроде туча проходит мимо нас. Если зацепит, только чуть-чуть нас. Столб внутри полностью забили раствором. Выпустили на прожилины пластины и привариваем там дальше прожилины на ворота и на калитку. И все-таки пошел дождь,
туча нас немного зацепила. Закончился дождь, снова солнце и снова жара. Работаем дальше. Вот этот кирпич, ребята, заказчик покупал по 47 рублей одна штука. Недешевый кирпич. В магазинах больше в наличии никакого кирпича не было, только на заказ. Ждать больше месяца. Месяца два примерно ждать. Поэтому заказчик взял вот такой кирпич. Выбора не было. На улице жара, и тут в селе есть такая купель. И с ребятами заехали посмотреть, искупаться. Сколько градусов? 7 градусов. 7 градусов. Я думаю, градуса 2. Нет, градусов. А вот на границе на лаву 5,5. Вот это освежились. Святая вода, здесь святой источник, и болеть не будет. Ромка. Пошел Ромка. Две разные головой, отлично. Закончили столбы, закончили простенки. И вот так выглядят столбики. В общем, кирпичик так смотрится симпатично. Слоновая кость, такой светлый цвет. После дождя столбы намокли, но уже сразу же высохли. Здесь выпустили на ворота такие закладные, вверху, внизу. Также на калитке. И посмотрите, какие закладные, богатые, из оцинковки. Теперь никогда не сгниют. А на простенке тоже вот выпущены подлаги закладные. Простенки в кирпич, двухсторонняя расшивка. Высота столбов, высота забора 1,80 м. Ну, они выше и не нужны. Плюс еще оденутся колпаки. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!